Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу вам годовой прогноз на 2024 високосный год. Как говорится, отгремели все фейерверки, и пора браться за работу, пора планировать этот год для того, чтобы его лучше спланировать, чтобы не попасть в просак. Смотрим видео и, конечно же, комментируем, если у вас есть вопрос. Дорогие друзья, поехали. Итак, каким же будет Новый год? Да? Новый год, он обещает быть на самом-то деле разным. Да? Если вы смотрели мои прогнозы еще осенью 23 года, да, то, конечно же, я романтических ожиданий не говорила и говорила сразу, что необходимо еще в 23-м начать бороться за свой 24-й, за свое будущее, да, и отстаивать его всеми своими силами, да, то есть прорываться. Те, кто игнорировал, ну, конечно же, 24-й год – это год, который не даст расслабиться. Мы будем постоянно в тонусе. Одно то, что у нас в самом начале января Плутон меняет знак с Козерога на Водолей, уже здесь начнутся определенные, я бы так сказала, интересные моменты и сложные переживания, мировые переживания, катаклизмы, кризисы, они, конечно же, с нами будут. И, как говорится, Плутон в 2024 году будет выходить из Козерога в Водолей несколько раз, поэтому, да, мои дорогие, с 21 января у нас Плутон войдет как раз-таки в знак Водолея, и до 6 мая он у нас будет в прямом директном положении. 6 мая он разворачивается и пятится обратно в знак Козерога, да, и лишь 12 октября он развернется в Козероге и пойдет обратно. И лишь в ноябре, 20 ноября, Плутон наконец-то на несколько десятилетий войдет в знак Водолея и будет, я бы так сказала, наводить порядок там. Порядок это будет сложный, порядок этот будет поначалу очень непонятный, но с массивными давлениями, активными, быстрыми, резкими действиями. Поэтому что, какие мы делаем выводы? Что весна и осень, да, то есть уже глубокая осень 2024 года простыми точно не будут. Мы начнем в прямом смысле как раз-таки двигаться и осознавать, понимать, что же нас ждет, что что-то начинает активно, очень мощно меняться. Это с конца января. По чуть-чуть мировые события начнут, я бы так сказала, нагнетать внутреннюю атмосферу, обстановку. Конечно же, февраль, Валентинов день, праздник романтики и любви, как говорится, уж точно тоже простым не будет, настроение будет ого-го. Март будет у нас тоже сложный, потому что, естественно, Плутон только зашел в Водолея, и здесь активно, быстро, мощно будет прямо сразу все менять, все разрушать старое, отбрасывать ненужное, что не работало. И здесь, конечно же, я бы так сказала, шапки полетят, да. Но основные все-таки события будут у нас не только весной, у нас будут осенью. Это, естественно, время самого хранителя, я бы так сказала, Плутона, это Скорпион, поэтому здесь, конечно же, мы понимаем, что ноябрь у нас будет огненный, с учетом того, что в ноябре у нас по классике будет очень много ретроградных планет, конечно же. Что, если мы забегаем вперед, что у нас будет в 2024 году, какие будут планеты ретроградными? Самый наш простой и обычный ретроградный Меркурий, мы вошли в 2024 год уже с ретроградным Меркурием, уже с ретроградным Юпитером, да, и они развернулись, я бы так сказала, в первых числах января, да, поэтому что у нас еще? Плюс к этому у нас ретроградный Меркурий в 2024 году будет еще 3 раза. Это со 2 апреля по 25 апреля, да, то есть там, конечно же, пострадают у нас все овны, я бы так это сказала, да. С 5 августа по 29 августа здесь, конечно, и девы, и львы, пошатнется ваше мировоззрение и коммуникация, да. Ну и, конечно же, любимые наши стрельцы, которые вообще совершенно этого не любят, с 26 ноября по 16 декабря. Это у нас только ретро-мерк в 24-м. Что касается Марса, представляете, редко бывает Марс ретрограден, но
уходящий уже, да, 24 год мы проводим с ретроградным Марсом во Льве, да, и это будет, сразу львы мотайте на ус, да, но для вас еще будет отдельное видео, поэтому не переживайте, 6 декабря у нас ретроградный Марс, поэтому год, конечно же, будет сложноватый, да. Ну и по классике, у нас вторая половина года, это с 30 июня ретроградный Сатурн по 16 ноября, чувствуете, да, все у нас на ноябрь, как обычно по классике. Со 2 сентября и до аж 25 года ретроградный Уран, ну и Нептун с 3 июля, как и обещала в одном из недавних видео, по 8 декабря в ретроградном движении, и Нептун, завершая, выходя из 2024 соединится с северным кармическим узлом, который 12 января 2025 года перейдет со знака Овен в знак Рыбы. И здесь, конечно же, ребята, мы с вами поистине находимся в том самом сложном, неопределенном времени, когда будут лететь шапки, как говорится, будут меняться правила игры, как политические, так и социальные, когда у нас при этом есть право выбора, и при этом у нас будут силы что-то делать, что-то действовать, да. Я, конечно же, не говорю про ретроградную Венеру, потому что ее в 2024 году не будет, и слава богу, куда уж еще ее, нам и без нее будет, я бы так сказала, хорошо, да. Нам бы с этим справиться, нам бы это разгрести. Да, год обещает быть поистине сложным, и если же хотелось что-то сделать быстро или хотя бы что-то начать делать, внедрять, и чтобы для этого было как можно такой больше запас времени, чтобы сориентироваться, то сейчас, друзья, такого не будет. Все будет происходить очень быстро, реагировать будет необходимо, незамедлительно. У кого, конечно, реакция посложнее, подольше, те будут подвисать. Так бывает, так складывается естественный отбор. Здесь ничего такого нет. У всех свой путь, я еще раз говорю. Кому-то необходимо будет еще в этом году потупить, но таких будет на самом деле мало, потому что будет очень сильно меняться, я бы так сказала, не конституционный строй, да, а именно давление сверху, да, поэтому здесь необходимо уже начать реагировать и понимать, кто вы, зачем вы, куда вы идете, зачем вы идете, нужно вам это или не нужно, ваш путь по жизни, каким вы хотите видеть свою жизнь через какой-то там 5, 10, 15, 20 лет, вообще, в принципе, на своем ли вы находитесь месте, ради чего вы терпите все то, что вы терпите, потому что год очень яркой, мощной солнечной активности начинается, это 12-летний цикл, поэтому, ребят, начинаем действовать, не сидим ни в коем случае, да. Январь будет месяцем чуть-чуть такой начинающий нагнетать обстановочку, там случилось, здесь случилось, там не повезло, казалось бы, да. Февраль уже будет мощный такой момент осознания и продвижения. Март будет поистине сложным весенним месяцем, когда события мировые заставят не просто задуматься, заставят уже на фоне последних 3-4 лет активно понять, что что-то в жизни нужно менять, да, и это будет на самом деле тот самый правильный импульс. Апрель месяц, который будет в принципе продуктивный с точки зрения и прибыли, с точки зрения и действий, и май в том числе тоже, да, из ретроградных планет я не сказала про Юпитер, да, так вот, в апреле и в мае Юпитер соединится в знаке Тельца с Ураном, и здесь, конечно же, будет благоприятное время для продвижения, действий, для прибыли, для выручки, для того, чтобы что-то сделать, куда-то прийти, да, то есть все действия будут направлены на монетизацию ваших качеств, ваших навыков, для того, чтобы в прямом смысле повысить уровень благосостояния, то есть здесь, пожалуйста, действуйте, да, с 26 мая Юпитер входит в знак Близнецы, да, совершает ингрессию, он переходит из знака Тельца в знак Близнецы, и здесь, конечно же, начнется активно движение, развиваться информационная сфера, но смотрите, Юпитер — это планета, которая
И она в течение года, естественно, будет иметь квадратуры с Солнцем и Луной, и квадратуры напряженных аспектов. Эти говорят о том, что не вся информация, не все те знания, не все то, что нам твердят в массы, да, и доносится сверху, имеет стопроцентный такое плацебо, да, стопроцентное действие. Фильтруйте и делите информацию на 10. Понимайте, что важно именно для вас. Не впадайте в панику и не впадайте в чрезмерное, я бы так сказала, в глобальное потребительство, да, потому что год, когда необходимо все-таки делать запасы времени, денег, своих каких-то фишек, которыми вы хотите блеснуть в какое-то время удачное, да. Если это не весна, и вы пропустили, то тогда сентябрь будет прекрасное время, такое же хорошее время для того, чтобы получить прибыль, получить там дивиденды, все то, на что вы рассчитывали, повысить уровень благосостояния, да. Лето же будет таким моментом сложноватым, да, и здесь июль будет напряженный, июнь месяц будет в принципе лето, люди такие все ветреные, не очень-то хочется подключать мозг, думать и зацикливаться, поэтому здесь прекрасно понимаете, что июнь такой будет шатковалки, июль будет неприятно сконцентрированный на мировых событиях, у которых, кстати, еще могут произойти, а могут и не произойти, и все вырулится будет хорошо, все будет зависеть от действий того, что произойдет весной 2024 года. Ну и, конечно же, август это всегда у нас месяц, когда все, как правило, за закрытыми дверями ведется договоры, переговоры, но в этом году у нас планеты начнут свое активное, странное, непонятное влияние аж в июле, да, помните, еще в ноябре было видео про Нептун, когда я говорила, что в начале июля Нептун разворачивается в ретроградное движение, и здесь, конечно же, необходимо очень активно понимать, что лениться нельзя, разбираемся в старом, разбираемся в прошлом, только разобраться с этим в 23 году было проще и легче, в 24 придется делать это быстрее и мудрее, да? Осложнять историю, ситуацию будет, конечно же, Юпитер, который перешел в Близнецы, потому что когда он был в Тельце, разобраться в этих историях можно было со стабильным таким классным исходом, да, который вот с почвой под ногами, я бы так сказала. Ну, конечно же, уже когда Юпитер перешел в Близнецы, будет уже сложнее, уже рассеиваться будет внимание, оно будет все происходить очень быстро. Особенно если вам необходимо время подумать, то здесь, ребят, понимаете, что держите себя в руках, да, и, пожалуйста, понимайте, что не все то, что будет говориться, такой имеет правдивый соус, да. Плюсом у нас Сатурн ретроградный, если вы забыли, с 30 июня, да, ребят, с 30 июня и по середину ноября, поэтому здесь стабильности, я бы так сказала, что никакой, ни информационной, ни договорной, в том числе очень много иллюзий и очень много будет выбросов информации, которая лишь настроена на запугивание, да, поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны. При этом вот вы меня всегда спрашиваете, солнечные затмения, полнолуние, новолуние, да, у нас с вами в 2024 году 2 коридора затмений, и если же в октябре, в октябрьский коридор затмения, который был в 2023 году, я вам говорила, начинайте и действуйте, все будет классно, то именно эти 2 коридора затмений, которые будут с нами случаться в 2024 году, ни в коем случае нельзя с ними начинать что-то делать. Коридоры затмений у нас начнутся с 25
марта, это будет лунное затмение, и закончится 8 апреля, это первый коридор затмений, затронет знаки Весов и Овен. Естественно, ребята, для вас это основные экзамены в 2024 году, но про вас будет отдельное видео, естественно, про ваш 2024 год. И второй коридор затмений будет с 18 сентября в знаке Рыбы, это будет лунное затмение, и солнечное затмение закончит второй коридор затмений 2 октября в знаке Весов. Чувствуете, сколько весы будут проходить, да, экзамены в этом году? Все почему? Все почему? Потому что год дает еще персонально каждому представителю знака зодиака Весы, да, пройти такой свой экзамен, где они готовы договориться, где посотрудничать. На самом деле, я бы так сказала, такой весовский экзамен проходим мы все. Год как раз таки не просто так, у нас 24 год, у нас кармические узлы находятся на оси Овна Весов, и 12 января 2025 года они меняют знак. То есть у нас, ребят, с вами год для того, чтобы вырулить свои жизненные ситуации, то есть решить их дипломатично, решить их красиво, но при этом прикладывая действия. То есть не получится, как раньше, просто договориться и ничего не делать, просто как бы отложить этот момент, перенести встречу, перенести действие. Так больше нельзя, потому что мы слишком долго откладывали все то, что нам причиталось, все то, что нам положено сделать, все то, для чего мы рождены, пришли в этот мир делать, действовать. Да? То есть свою реализацию нужно наконец-то реализовывать. Поэтому 24-й для нас, для всех будет таким годом, если обобщить все знаки зодиака, годом действий. Сложно будет и тяжело тем, кто бездействует, кому страшно действовать, кто не знает, с чего начать, кто не знает, как договориться, никогда этого не делал и думал, что это не нужно. Как бы всегда есть кто-то, кто мог договориться, и здесь история про то, что необходимо наконец-то уже выходить из своей скорлупы и начинать делать такой замах на свою жизнь. Да? Кто вы, кем вы хотите стать, кем вы хотите быть. И еще этот год, я бы так сказала, он будет такой мощный экзаменационный. Но он однозначно этот год, который будет выбивать из колеи, заставлять делать, как раньше уже не получится, причем при всем при этом необходимо будет действовать очень быстро, очень мощно и нести за это ответственность. Да? Несмотря на то, что у нас Сатурн еще находится в знаках Рыбы, и он в ретроградном движении покатится по Рыбам, и, конечно же, в 2025 году у нас он перейдет в знак, угадайте в какой, Овна, да, и здесь, конечно же, здесь мы прекрасно понимаем, что Сатурн, перейдя в знак Овна, начнет истреблять все, что ему не нравилось, то есть все старые устои, законы и тому подобное. Поэтому здесь, мои дорогие и любимые, будет вообще тяжко. Поэтому неподготовленным начинайте готовиться и делать в этом году, потому что 25-й год будет еще ярче, еще мощнее, еще тяжелее для осознания и принятия того, что вы не хотите понимать, но это уже совершенно будет другая история и совершенно другой прогноз. Поэтому, ребят мои, как говорится, без ретроградной Венеры, но и спасибо на этом, нам бы это разгрести. В целом, конечно же, мы все надеемся, что все будет хорошо, что у нас все получится легко, что мы все стараемся, что мы все идем туда, куда нужно, что все наши надежды и желания сбылись. Но, ребята, мы, как говорится, на Деда Мороза надейся, но сам не плашай. Действуем сами для того, чтобы понимать, какой козырь у нас есть в рукаве. Поэтому, ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что дождались и досмотрели это видео до конца. Следом, конечно же, гороскопы для каждого знака зодиака. Смотрите, комментируйте по классике в конце актуальные ролики, которые вы еще можете посмотреть, на них опереться и составить свой план. И это на самом деле прекрасно, что вы пользуетесь теми знаниями, которые попадают вам в руки. Спасибо большое, что были здесь, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!